Посмотрите, какие идеальные булочки. Мягкие, воздушные, с хрустящей корочкой, нежной текстурой. И все это без духовки, на сковороде. Просто идеальные. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить идеальные булочки без духовки. Настоящие английские маффины. Для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты: теплое молоко, яйца, сахар, соль, дрожжи, сливочное масло и мука. И, конечно же, все пропорции я напишу в описании под видео, чтобы вам было удобно сохранить рецепт. Итак, мы начинаем с замеса теста. Для начала нам нужно сделать опару. И хотела сказать, что все ингредиенты у нас должны быть комнатной температуры. А молоко теплое, где-то градусов 36-38. В чашу миксера наливаем молоко. К молоку добавим сахар и дрожжи. Перемешиваем. Это мы готовим такую опару. Перемешиваем. И я сейчас возьму пленку, накрою пленкой и оставим на 5-10 минут для активации дрожжей. Вот так вот. Или в теплое место, или просто на столе. У нас дома тепло, поэтому я вот так вот просто оставлю на столе. Вот посмотрите, какая шапочка из дрожжей у нас на опаре. Это означает, что дрожжи хорошие. Можно дальше месить тесто. Мы открываем пленку и будем по одному добавлять сюда яйца. Эта пленка нам еще в дальнейшем пригодится. Вот так. Сначала разбиваем в пиалочку одно яйцо, второе яйцо. И сюда же мы отправляем сливочное масло. Посмотрите, у нас сливочное масло вот такое вот мягкое, комнатной температуры. Поэтому нужно заранее доставать из холодильника, чтобы масло было не холодное. Перемешиваем. Вот так. И теперь в муку мы добавим соль. Уже заранее просеянная мука у нас. Вот так перемешиваем. И потихоньку будем замешивать тесто. Вот так. Ничего, видите, у нас масло. Вот так. Сейчас мы замесим. Вот. Сначала ложкой будем месить, а потом попозже уже руками. Посмотрите, вот так вот у нас получается замес ложкой. А сейчас мы очищаем ложку и будем замешивать тесто руками. Руками нужно тщательно замешивать. Еще немного муки добавим. И где-то в течение 10 минут нам нужно замесить мягкое, упругое тесто. Не забиваем тесто мукой. Если вы чувствуете, что муки маловато, то лучше руки смажьте растительным маслом. Муку ни в коем случае больше не добавляйте, чем будет указано
в рецепте. От этого зависит вкус, воздушность, пористость наших булочек. Вот так, смотрите, руками. Так вот замешиваем. Еще немного муки. Видите, я все сразу не добавляю. Вот так. И потом я в дальнейшем покажу, какое у нас должно получиться тесто. Вот так вот в течение 10 минут. Вот так вот. Активно замешиваем тесто. Посмотрите, друзья, я беру вот тесто и немного вот так приподнимаю и вот так вот делаю. И от этого, получается, развивается хорошо клейковина. И смотрите, я вот так вот делаю, у меня к рукам не липнет. И муки я больше добавлять не буду. Вот так еще в течение 3-5 минут замесим вот так вот. И уже я вам потом покажу, какое тесто у нас получится. Вот так. Вот такое тесто у нас получается. Смотрите. Вот так. Мягкое тесто. Видите, даже немного, как будто бы хочется еще муки, но не надо. Смазываем нашу миску подсолнечным маслом и накрываем пленкой и оставляем в течение часа-полтора для расстойки в теплое место, или на столе, или куда-то такое в теплое место. Вот так. Друзья, посмотрите, как подошло наше тесто, больше, чем даже в 1,5-2 раза. Мы снимаем пленку, обминаем тесто и будем делить на шарики. Вот так. Присыпем немного коврик мукой. Столько воздушных пузырьков. Очень хорошо подошло наше тесто. Вот так. Мы сейчас вот такую колбаску сформируем и поделим тесто на 10 частей. Приблизительно каждый кружочек, каждый колобок вот такой маленький, где-то 100 грамм. Вот так. Мы берем один колобочек. Видите, мы поделили на 10 частей. Вот так скатываем вовнутрь, чтобы здесь была гладкая часть. И потом вот так вот делаем. И у нас вот так получается. И точно так же со всеми остальными поступаем. Потом в дальнейшем я покажу, в чем мы будем обмакивать. И нам еще надо будет оставить на расстойку. Вот так. У нас манная крупа, а также можно использовать еще кукурузную муку. Мы насыпаем в тарелку, вот так, и немножко под нос, там, где мы будем растаивать наши колобочки, вот так. Насыпаем сюда манную крупу
И как мы делаем? Мы вот так вот обмакиваем тут с одной стороны, с другой стороны и оставляем на подносе. Где-то 15-20 минут даем отдохнуть нашим колобочкам. Накрываем полотенцем для того, чтобы тесто не заветривалось. Вот так. Ждем 15-20 минут и после будем уже готовить. Друзья, мы разогреваем сковородки. Я буду готовить сегодня на 2 сковородках. Они сухие, мы ничем не смазываем, ни маслом, ничем. Будем готовить на сухой сковородке под крышкой. Наши булочки уже хорошо настоялись. И обязательно не пропускайте вот этот момент, чтобы наши колобочки отдыхали. Это очень важно. От этого зависит структура, пористость наших булочек. Сковородки у нас уже хорошо прогрелись. И мы кладем булочки на сухую сковородку с небольшим таким расстоянием, так как во время готовки они немного увеличатся. Будем по 4 штуки, я думаю, нормально будет. Вот так. И точно так же остальные булочки я отправлю на 2 сковородку. Будем жарить, готовить по 7 минут с каждой стороны. Вот я закрываю крышкой и сейчас сюда отправлю. Пришло время переворачивать на другую сторону. Друзья, в этом деле не спешите быстро переворачивать. Самое главное, чтобы эти булочки пропеклись изнутри тоже. Вот так вот мы берем. Посмотрите, какая корочка у нас образовалась. То же самое все остальные булочки. Как они у нас увеличились, видите? Огонь обязательно самый медленный. Как красиво. Вот так. И со второй стороны тоже закрываем крышкой. И так же само где-то 7 минут. И тут у нас какая красота. Уже прошло 7 минут. Наши булочки готовы. Мы достаем из сковородки и кладем на решетку для того, чтобы они хорошо остыли. Посмотрите, какая красота. Они такие ароматные, воздушные. Вот сюда. Кладем. У нас еще остались 2 булочки. Мы их тоже приготовим. Вот так. И вот остальные булочки тоже хорошо отдохнули. Вот. И вот так. Тоже по 7 минут. И последние 2 булочки тоже уже готовы. Вот так, посмотрите. Кладем тоже на решетку, чтобы они все хорошо остыли. И вот это. И выключаем газ. Друзья, наши булочки уже остыли. Вот такие они у нас получились. Мягкие, нежные, очень ароматные, с хрустящей корочкой. Я сейчас вам покажу 2 моих самых любимых варианта в нашей семье, как мы кушаем такие булочки. Один вариант у нас будет с слабосоленой семгой,
Это я сама солила. А второй вариант с нашим с джемом, с инжировым. Те, кто нас давно смотрят, я показывала, что у нас в саду растут 2 инжировых дерева. И вот с этих деревьев, с плодов этих деревьев я сварила джем. Сейчас мы откроем и попробуем. Сейчас я отложу в сторону, возьму 2 булочки. Вот так. Разрежем напополам. Хочу сказать, что такие булочки идеально хранятся, замораживаются. Посмотрите, какая нежная воздушная текстура, какая пористая текстура. И хочу показать вам второй способ, как можно делить пополам булочки. Смотрите, мы берем вилочку и вот так вот протыкаем. Это способ без ножа. Со всех сторон вот так протыкаем. И потом легко можно раскрыть. Вот так. Проворачиваем. Посмотрите, вот такая вот текстура. Они идеально спеклись. И без духовки на сковороде очень удобно, очень быстро. Первый вариант. Мы возьмем семгу. Вот так вот разрежем тоненьким ломтиком. Солила я по рецепту одесского липована. Вот так. Еще один кусочек. Вот так. Смотрите, как мы делаем бутерброд. Мы берем булочку, кладем сюда вот такой небольшой пучок рукколы или любого салатного листа, который вы любите. Мне очень нравится вкус рукколы. Несколько долек огурца. Вот так. Ломтик красной рыбки, семги. Даже сюда помещается 2 ломтика. И вот так вот закрываем. Посмотрите, какой аппетитный бутерброд получается. И второй мой самый любимый вариант. Сейчас я открою джем. Позову, наверное, Арсенчика, он откроет. Секундочку. Такой ароматный джем. Просто. И как я делала этот джем, я чистила кожуру. И поэтому, видите, джем получается такой светлый, золотистый. Очень ароматный. Очень мы любим такой джем. Вот так. Берем сливочное масло. Мажем. Вот так. Я очень люблю именно эти булочки. Вот в таком варианте. Смотрите. Можно с медом, с любым джемом, с чем угодно. Смотрите, какая красота. Очень аппетитно, очень вкусно. Друзья, пробуйте по такому рецепту, я думаю, вам очень понравится. Напишите в комментариях, будете ли вы готовить такие булочки. А если приготовите, напишите, понравились ли они вам так, как нам. Я очень часто делаю такие булочки, они просто идеальные, очень вкусные. Друзья, спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов.
А я попробую, я покушаю, я просто не могу, они просто очень аппетитные. Мой самый любимый вариант. Это очень вкусно.